Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня буду готовить булочки с сырной начинкой. Мы называем такие булочки лопаточки, это от слова лапти, поскольку булочки украшены плетенкой, и, на мой взгляд, они действительно отчасти напоминают наши традиционные русские лапти. Хотя в первый раз попробовала и научилась формовать таким образом булочки я во время своего отдыха в Турции. Вот такая география. Булочки получаются очень нежными, вкусными и очень красивыми. А готовится абсолютно несложно. Давайте готовить. Для теста я возьму 500 граммов муки. Муку обязательно просеиваем. Заводить тесто буду на быстродействующих дрожжах Саф-Момент в красной пачке. Эта пачка рассчитана на 1 килограмм муки. Я возьму половину. Это около 6 граммов. Быстродействующие дрожжи не требуют предварительного растворения, активации. Их добавляют непосредственно в муку. Также для теста нам понадобится 270 мл теплого молока. Молоко положу неполную чайную ложку соли, столовую ложку сахара и размешаю, чтобы соль и сахар растворились. Смешаю муку и дрожжи. В центре сделаю лунку. Волью туда теплое молоко с солью и сахаром. Побью куриное яйцо. Добавлю 30 граммов растительного масла, 20 граммов растопленного сливочного масла и заведу дрожжевое тесто. Я буду замешивать тесто руками. Но при желании наличия должной техники вы, конечно же, можете доверить замес теста технике. Хлебопечке, кухонной машине, пожалуйста. Сэкономите время и силы. И поскольку мука везде разная, вам для теста может понадобиться немного больше муки, либо, может быть, понадобится, если вдруг тесто получается густоватым, добавить немного теплого молока. Тесто нужно хорошо вымесить до гладкого однородного теста. Вот такое мягкое, живое, но в то же время абсолютно не липкое тесто у меня получилось в результате. Тесто не прилипает к рабочему столу, рукам, оставляет их чистыми. Тесто округляем, кладем в миску, накрываем и оставляем в тепле до удвоения в объеме. На подъем теста понадобится примерно 1,5 часа. Если вы располагаете временем, подошедшее тесто можно еще раз обмять и дать ему подняться во второй раз. Если времени нет, тесто можно разделывать. Для начинки нам понадобится примерно 500 граммов сыра. Я обычно составляю ее из нескольких сортов сыра. Большую половину всегда отдаю адыгейскому сыру, либо вместо него можно взять густой деревенский творог, а также кладу брынзу и моцареллу. Либо, если нет моцареллы, беру любой твердый сыр, какой есть в холодильнике. Я на этот раз для начинки взяла 300 граммов адыгейского сыра, 100 граммов брынзы и 100 граммов моцареллы. Сыр измельчаем. Либо натираем на терке, либо, если сыр мягкий, просто разминаем руками. Все хорошо перемешиваем. Начинку обязательно попробуйте и при необходимости досолите, чтобы она была приятного, чуть солоноватого вкуса. При желании в начинку можно добавить рубленую зелень и чеснок. Подошедшее тесто выкладываем на рабочий стол, обминаем и делим в соответствии с желаемым размером булочек. Я поделила на 11 частей. Каждый кусочек теста округляем. Подкатанное тесто накрываем и оставляем минут на 15 для отдыха. За это время в тесте расслабится клейковина, оно станет мягче, податливее и не будет сопротивляться при раскатке. Булочки я формую вот таким образом.
складываю на противень. Противень я предварительно застелила бумагой для выпечки. Накрываем и оставляем еще минут на 20-30 для расстойки. Подошедшие булочки смазываем разболтанным яйцом. Выпекаем булочки в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Противень я ставлю примерно в середину духовки, включая нагрев вверх-вниз. Пекутся они примерно 20 минут, хотя духовки у всех разные, поэтому, пожалуйста, следите. Свежеиспеченные булочки для мягкой корочки можно слегка смазать сливочным маслом. И наши булочки готовы. Булочки действительно получаются очень вкусными, красивыми, плетеными и вот такими мягкими, слоеными, красивыми на разломе. Поэтому приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что они вам тоже понравятся. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео!